Итак, друзья, здравствуйте. Продолжаю освещать тему межэтажного перекрытия между вторым и чердачным теплым этажом. На чем мы остановились? Остановились на момент покрытия балок. Долго я думал, чем покрывать, и делая выводы из прошлых своих работ, вот сейчас я вам покажу, что у нас случилось с балками. Вот видите, балочка поражена грибком, плесенью. Вот еще одна. Смотрим дальше. Вот еще. Вот еще. Видите, я надеюсь, да? Эти балки покрывались летом, не были мокрыми, покрывались два слоя и покрывались составом для эксплуатации в тяжелых условиях. И что мы видим? Либо состав паленый мне достался частично, потому что много ушло там баклышек. И ИПшники уже задолбали, если честно сказать. Вот и покрывалось все это в два слоя. Видите, какой результат? Теперь придется дорабатывать. Прошло всего лишь 3 года. А что с ними будет, если вот так зашить, если строить быстро, зашить обрешеткой? Через 20 лет они просто в трухлю превратятся. Вот поэтому я для себя уже сделал выбор. В межэтажные балки, в перекрытиях межэтажных, я буду покрывать отработкой минерального масла. Это мой выбор. Я не настаиваю ни на чем. Решать вам. Вот смотрите, вот эти балки мы покрывали 3 года назад при строительстве дома. Тогда шли дожди, и чтобы хоть чуть-чуть защитить материал от сырости, вот покрыли вот эту половину. Вот эти я покрывал сегодня. Ну, видите разницу, да? Эти выглядят уже сносно, то есть они уже впитались, выветрились, я думаю. А вот эти только что покрытые. Сейчас я немножко сниму, как я покрываю, ну и пообщаюсь с вами. Остановились мы сейчас на этапе покрытия балок защитным составом. Долго думал я все-таки решил использовать отработку минерального масла. Так как считаю, что недобросовестные производители, проклятые ИПшники, очень сейчас много продают контрафакта. Продукция, которая не соответствует никаким требованиям, а межэтажное перекрытие, оно в моем случае со всех сторон обернется пленками, контррейками, обрешетками и полами, то есть доступа у меня к ним не будет. Повторить через 3-4 года тоже не будет никакой возможности. Выбрал для себя вот такой способ – использовать отработку. Вы же для себя, уважаемые зрители, решайте сами. Я на этом варианте не настаиваю, это мое решение. Если же, вот мой совет такой, если планируете жить, год-два и жить, то, естественно, это вам не подойдет покрытие. В моем случае я не знаю, когда тут дойдет до того, чтобы жить, и рассчитываю, что через несколько лет все самые вредные запахи испарятся, а древесина будет защищена от гниения и паразитов. Если же вам предстоит в ближайшее время вселяться, работу надо завершать, рекомендую обратиться к нашему прошлому материалу, который все использовали во времена СССР. Это всем известная олифа. Материал качественный. Сейчас от него уже многие отказались, не знаю почему. Вероятно, свои стропилы я тоже буду проходить олифой, поправлять те места, которые у меня загнили. Но их тут много, наверное, 5-7% точно мне придется поправлять. Вот, а межэтажное перекрытие, то есть я решил все-таки отработка минерального масла. Это 100% отпугнет всех короедов,
Совершенно недавно я был свидетелем того, как разбирали сруб, привезенный из Белоруссии на заказ. Обратился к строителям спросить, почему разбирают, а они мне ответили: просто зайди внутрь. Когда я зашел внутрь, я думал, там будет плесень какой-то или гниение, но я чуть не оглох от треска, который издают короеды. То есть весь сруб был поражен короедами. Но ситуация страшнейшая. Его разбирали, отправляли назад. Вот чтобы этого не допустить, для себя я решил обработать их отработкой. Опять же повторюсь, это мое решение. Со стопроцентной вероятностью я ожидаю услышать очень много критики. Это ваше дело. Для себя я решение принял. Даже скажу вам больше, что покрываем без фанатизма. Для себя я принял решение, что конструкция, которая уходит на улицу, то есть за мальчиками, за этими, то есть здесь ляжет утеплитель и стенка, а то, что выходит на улицу, то есть на улице мы имеем все, стопроцентную влажность, перепады температуры, ветра и все остальное. Планирую то, что свисает на улицу, точно так же обработать отработкой, и тем самым, то есть когда зашьется, доступа потом туда не будет, и повторить уже вариантов не будет. Так что планирую все там защитить тоже капитально. Это мой выбор. Для себя решайте сами. Покрываем, не забываем снизу. Все, смотрите видео, я думаю, какую-то пользу оно для вас приносит. И я вам расскажу и покажу, как я подготавливаю материал для дальнейшей работы с ним. Для обработки древесины я использую состав барьер био. Как производитель утверждает этот состав для эксплуатации в тяжелых условиях и обладает высокой степенью эффективности биозащиты. Рекомендуют покрывать его им в 2 слоя. Но я тут поддерживаю производителя. 2 слоя лучше, чем 1. Что мы, значит, используем? Используем обычный дачный опрыскиватель для этих целей. Состав этот имеет ядреный желтый цвет, и этот краситель позволяет нам увидеть отсутствие пропусков. После высыхания становится бледно-зеленым. Что мы, значит, используем? Рекомендую использовать резиновые защитные перчатки. Состав очень едкий, можно потом неделю не отмыться. Значит, эти контррейки я напилил на днях, вот сейчас я их покрою. Что я подготовил? Значит, под контррейки я положил доски, которые также необходимо нам потом будет покрывать. Чтобы попусту материал не летел налево-направо, я их туда под рейки подсунул. Также вам следует запастись подкладочными рейками. Вот и все. Располагаем рейки так, чтобы между ними был сантиметров 2-3 зазор, чтобы состав покрывающий обязательно туда попадал. Вот и все. Накачиваем давление на резервуар дачный. И обрабатываем поверхность. Равномерно накладываем. Чуть-чуть держим наискосок, чтобы на боковые поверхности тоже попадало. Далее переворачиваем
все рейки на вторую сторону. Вот для этого нам и нужны здесь перчатки. Соблюдаем зазор между изделиями. Подкладочные рейки нужны для того, чтобы биозащитный состав не в основании впитывался, не в бумагу, которая подложена, не в землю, не в траву, которая под ним находится, а именно в них. Что я забыл вам сказать, друзья, что перед тем, как пропитывать составом, изделие надо обеспылить от стружки, чтобы драгоценную влагу впитывали не стружки, а непосредственно наши контррейки. Продолжаем. Держим под небольшим углом, чтобы боковые поверхности тоже насыщались этим составом. Я думаю, вы отлично увидели все. Продолжаем, друзья, покрывать. Не останавливаемся на месте, круговыми движениями равномерно насыщаем поверхность. Ядреный краситель нам позволяет визуально видеть результат. Переворачиваем. Соблюдаем дистанцию между рейками, чтобы раствор у нас затекал на боковые поверхности. Продолжаем, друзья. Не забываем в этот опрыскиватель добавлять давление. Чем выше давление, тем он лучше распрыскивает. Пробежали наискосок. Напоминаю, что раствор очень едкий. Кожа очень тяжело удаляется. Ну, вот таким макаром мы обрабатывали и обрешетку, и все стропилы, и половую доску, которую планируем ложить на третьем этаже. Бывало и подделки, но в основном попадалась нормальная продукция. Думаю, что мое видео будет вам полезно. Смотрите мой канал. Всех благ вам.